Всем привет! Это Карина и канал Travel in Invest. Сегодня мы в гостях у Юлии Андрейчук. Юлия – риэлтор из Century 21. Всем привет! Я работаю в Century 21. Наш офис находится в Канкуне и есть офис Playa del Carmen. Я здесь живу 8 лет. Недвижимость здесь местная мне очень нравится, и я хочу сегодня вам о ней рассказать. В комплексе сколько этажей? 14 этажей, зданию примерно 12 лет. Сколько здесь стоит обслуживание? Каждая квартира платит за обслуживание здания, по-испански называется монтанименто, и зависит, конечно, от того, сколько квадратных метров. Ну, вот квартира, в которой 96 квадратных метров, у нее ежемесячное обслуживание $170. Что в это входит? Обслуживание бассейна, чистка его, освещение территории, вода в бассейне, тренажерный зал, охрана на входе, все пользования. И также у каждого есть парковка. Тоже зависит, у кого-то одно место парковки, у кого-то два. Юлия, подскажите, вот на ваш взгляд, 3 самых лучших района в Канкуне? Мне очень нравится вот этот район, это центр, нулевой километр, потому что здесь и в отельную зону очень удобно, близко, и все здесь есть. Он называется? Он называется район Пласа Лас Америкас, и еще я его называю нулевой километр. Нулевой километр — это там, где вот отельная зона переходит собственно, в город, в Канкун, где живут люди местные. Второй по перспективности район — это авенида Оякан. Многие русские неправильно, там первая H английская пишется, и она не читается по-испански, а многие русские называют Хоякан, но это неправильно. Вот, правильное название Оякан, это улица современная, там много резиденций красивых. Третья — это отельная зона, и то, что рядом с морем, вот мы сейчас куда едем, называется район Пуэрто-Хуарес. Это там, где можно купить в районе 300-500 тысяч долларов квартиру в современном здании, и она будет на море. Потому что в отельной зоне все будет такого плана, все будет уже дороже, чем $500 000. И если в отельной зоне мы хотим что-то подешевле, там ценник начинается $140 тысяч на очень-очень простую старенькую студию. Студия — это как отельный номер, то есть там не всегда даже есть кухня. Цена по этажам, например. Насколько сильно отличается? Обычно каждый этаж растет или каждый этаж, да? Не каждый этаж растет, но те квартиры, которые находятся наверху, у них более красивый вид и отличается, например, если квартира на первых 5 этажах стоит двухкомнатная, скажем, $200 тысяч. Это сколько квадратов примерно? Это примерно 90-100 квадратов. То наверху, на 12 этаже, то это будет уже квартира где-то на $30 тысяч подороже. Вот такая у нас квартира, полностью оборудованная. Юлия, те квартиры, которые на продажу, они тоже уже с ремонтом оборудованы или нет? Квартиры здесь сдаются, понятно, что с ремонтом, но они сдаются без мебели, и туда будет включена стоимость кухни, шкафчиков, плита, вытяжка и кондиционер. Мебели остальное не будет. Окей. Стоимость конкретной этой квартиры 5 175 тысяч песо, надо поделить на 20, получаем $250 тысяч. И у нас здесь сколько комнат получается? Здесь получается 3 спальни и 3 санузла. Плюс зал кухни не считается, мы здесь называем 3 спальни стоимость. Эта квартира на 11 уровне, на 11 этаже. Если брать такую же квартиру, точно такую же на первых 3 этажах, то будет 4,5 на миллион песо дешевле, на $50 тысяч дешевле. Здесь получается, что у каждой спальни есть свой санузел, правильно? Получается так, да. Ну, классно. Хорошо. А сколько стоит такую арендовать?
Арендовать зависит от того, какой сезон, какой спрос и как она меблирована. Если будет вот с такой мебелью с 3 спальнями, это будет 30 тысяч песо, $1500 и выше. А плюс коммунальные, да, наверное? Плюс коммунальные, если арендуется на год, то плюс оплата электричества, газ, вода, интернет, а Монтанементу сбор за обслуживание здания уже входит. А сколько примерно коммунальные, примерно вот на такую квартиру могли бы быть? Газ, вода недорого, а вот электричество у нас самое-самое дорогое, и электричество очень сильно зависит от того, как семья пользуется кондиционером. В таких квартирах можно не пользоваться кондиционером зимой, осенью, весной, но летом да. А вообще здесь очень хорошая вентиляция, и, ну вообще вот в этой точке Канкуна, конечно, тариф на электричество повыше, чем в других. А почему? За счет чего? Здесь по зонам, потому что это центр. Если мы берем Канкун и вот не самую красивую часть, а вот обычную, вот, где люди покупают, там от скольки вообще начинается? Например, Ливерте. Ливерте находится далеко от центра, но там тоже многие русские покупают. С 2 спальнями квартира, примерно 80 квадратных метров. Стоимость $80 тысяч, то есть 80 тысяч поделим на 8. Ну, получается $1000 за квадрат, да? Да, наверное. И это у нас будет уже с ремонтом или... Да, чистая, симпатичная. Ну, кстати, не так уж и плохо. Шкафчики, то есть вот эта встроенная мебель уже будет в квартире. Это если человек снимает, правильно? Нет, всегда. Вот если человек покупает, он купит. Здесь все будет, здесь только не будет вот этого стола, например. Да. Не будет диванчика, телевизора, лампы. Остальное все будет. То есть шкафы включаются, да? В России, как часто бывает, сдают вообще без унитаза, здесь будет все. Хорошо. Так, окей. Кондиционеры тоже, да, получается, включаются в стоимость? Хорошо, большая кровать. А вообще ванна или душ, что в Мексике более распространено? Абсолютно точно более распространено это душ. Ванная – это редкость. И, как мы говорим, лакшери. Прекрасный балкончик, конечно. А здесь можно увидеть рассвет? Так, солнце у нас, да, вот с той стороны где-то, да, Прекрасно. Здесь можно увидеть все, и рассвет, и вечером закат, потому что оно как-то делает круг, и получается, да, рассвет там, а закат с той стороны мы все равно видим очень красивые области. А во всех квартирах есть балкончики? Во всех. Во всех, отлично. Ну да, это южная страна, и мне кажется, без балкончика было бы очень грустно. Хорошо. А сколько, допустим, вот примерно такая квартира бы стоила в сутки снять? В сутки, у меня же есть их цены, но примерно говорю от $100. От $100. Если человек снимает на месяц, есть какая-то скидка или нет? Конечно, да? На месяц уже другая цена, но в основном вот, мы здесь даем это годовая аренда, а то, что арендуется посуточно, это выставлено обычно на Airbnb, Booking. Хорошо. А в Канкуне в центру 21 один офис или несколько? Сейчас открылось несколько компаний разных, это разные независимые компании, которые под франшизой Century 21 работают, но наша компания здесь была самая первая, и если остальным, которые открылись почему-то в 2020 году, был урожайный год на это, то наша компания 12 лет. О, понятно, хорошо. Я тогда тут еще адрес оставлю, самый старый Century 21, который есть в Канкуне. Самый надежный, с хорошей репутацией. Это в каждой башне есть такая как клубная комната, где люди, которые здесь живут, арендуют, или владельцы, они могут сказать администрации, что мы хотели бы сюда прийти, просто регистрируются и бесплатно здесь проводят время. То есть, в принципе, допустим, с клиентами можно встретиться, если что, да? Отлично. А есть какие-то ограничения по поводу, сколько в неделю можно использовать эту комнату? Я думаю, нет, потому что она у них хронически пустая, не возражают. Вообще здесь очень принято в резиденциях делают такую комнату для салон де фиестас, салон, где проводят праздники. Ну, там, наверное, раз в неделю человек может прийти и
занять эту комнату, чтобы провести день рождения. То есть в квартире люди не сидят. Они сидят или у бассейна, занимают там место, или они сидят вот в этом салоне де фиестас. Еще центр предлагает свой тренажерный зал. И посмотрите, он достаточно хорошо оборудован. Есть такой большой общий тренажер, я бы сказала. Вот как здесь прохладно. Как хорошо. В общем, да, этот комплекс, конечно, классный с точки зрения своей внутренней инфраструктуры. Квартира находится на 6-м этаже, правильно? И этот комплекс называется Амара. Амара. Амара, резиденция полностью Пуэрто-дель-Мар. Пуэрто-дель-Мар, ворота в море. И сейчас мы увидим, что это правда, что это ворота в море. О, господи, какая красота! Боже мой! Ох, вы только посмотрите. И кораблики есть, и парк есть, и море есть. Все вообще есть, все, что хочешь. А рассвет он где-то тут тоже виден, да? Рассвет как раз с той стороны. Сейчас. И напротив наш любимый остров женщин Исла Мухерес. Стоимость квартиры 6 миллионов 800 тысяч песо, делим на 20, 340 тысяч долларов, 2 спальни, 2 полных санузла, 1 спальня с прекрасным видом на море, и квадрат. 93 квадратных метра. Вот так утром просыпаемся и смотрим на море. И радуемся новому дню, да. Хорошо, а эта квартира за эту стоимость, она предлагается с мебелью или без? Да, это конкретно это меблированное. И сколько лет примерно этому комплексу? Примерно 10-11 лет. Так. А сколько здесь обслуживание стоит? Насколько я помню, тоже порядка $200 в месяц. $200 в месяц. А налоги на недвижимость здесь есть такие? Налоги на недвижимость, это важно, кстати. Называется предиаль, годовой налог. А как называется? Предиаль. Испанский предиаль, годовой налог. И здесь нет какой-то фиксированной ставки процентной. Здесь специальная служба рассчитывает, сколько платится налог. Зависит от кадастровой стоимости, от места, где находится, от возраста зависит. И поэтому примерно говорю, что вот есть, если это студия в отельной зоне, то это будет $200 в год. То есть налог небольшой. Ага. А вот чем старше здание, тем больше налог или наоборот? Тем получается у него ниже стоимость, и получается, что налог ниже. Ой, красотища, красотища, конечно. А здесь один бассейн? Да, здесь один вот такой большой. Тут у него такой вход, как для детишек маленьких. Он тоже включается в стоимость обслуживания или нет? Да? Отлично. А в этом комплексе есть спортзал? Да. Тоже есть, да? Очень отсвечивает, но спортзал вот он здесь. Достаточно большой по площади, больше, чем в прошлом объекте, и тренажеров тут тоже больше. Вот. А я так понимаю, что в соседнем там тоже, да, какой-то зал, который для фиес. Нет, это как раз для праздников, чтобы устраивать праздники. Еще здесь есть комната детская. А здесь можно тоже поставить свои столики, провести свое мероприятие, день рождения, или утром прийти позаниматься йогой. Ну, кстати, да, очень классно. С видом на море. С рассветом. Ну, вот это, конечно, идеальное место, да. В 7 утра проходит йога здесь. О, прекрасно. Вот такой важный момент. Наш Карибский рай очень часто посещают ураганы. Ну, как часто? Я здесь прожила 8 лет. За это время увидела один ураган в октябре 2020 года. И поэтому важно, когда вы покупаете недвижимость, обратить внимание, чтобы у нее уже были антиураганные ставни, или вы должны будете их установить. А они дорого стоят? Нет, они недорого стоят, но просто это вам сбережет очень много денег, когда вы во время урагана, во-первых, закроетесь, вам будет там хорошо и спокойно, а потом ураган не разрушит, ветер не выбьет вам стекла. То есть настолько сильные ураганы, что это возможно, да? Если сильный ураган, может выбить стекла. Вот если человек сдает квартиру, возможно ли застраховаться так, чтобы от порчи имущества арендаторами?
Здесь есть разные страховки, в том числе есть страховка для самого арендатора, страховка, если вдруг у него не окажется денег на то, чтобы оплатить. О, ничего себе! Это очень редкий случай. Обычно здесь вот самый распространенный случай, это когда владелец жилья, который дает в аренду, он требует, здесь называется «Estudio Socioeconomico», портрет потенциального партнера. Интересно, что это такое? Есть специально обученные люди, которые проводят анкетирование, просят документы, насколько человек платежеспособен и насколько он надежен как арендатор. И вот это здесь мексиканцы очень любят просить. Ага, хорошо. А если я приехала из-за рубежа, то какие документы и как они будут проверять? Ну, то есть, если у меня зарплата, она не в Мексике. Это хороший вопрос, потому что думаю, что им сложнее. Они в этом случае просят показать состояние счета, сколько там денег и сколько там приход денег, и уже будут просто проверять. У них есть сайты местные, где они отслеживают криминальную историю на территории Мексики. И понятно, что человек, который только что приехал, если он не находится в международном розыске, то тогда это проверить уже сложно. Понятно, хорошо. А сколько такая услуга стоит? И кто ее оплачивает? Арендатор или? Это оплачивает сам человек, который хочет снять жилье, и это стоит 600-800 песо, то есть $30-40. А время? Сколько вот времени нужно, чтобы... 3 дня. Быстренько. Вот такой здесь пляж у нас. Ой, красота. То есть жильцы, они могут пользоваться этими лежаками? Конечно, это для них. Да. Хорошо. А вообще вот местные жители, они предпочитают больше бассейн или все-таки открытый водоем? Я вижу, что, американцы, понятно, все время сидят в бассейне, а местные жители и так, и так. Юлия, важный вопрос. А вот сколько такую квартиру можно сдать в сутки? Я скажу в месяц, потому что точно не помню, сколько в месяц. Это минимум $2000. Потому что здесь как-то больше распространена не посуточная, а такая аренда, когда люди приезжают на несколько недель, на несколько месяцев. А сколько примерно по времени занимает вообще весь процесс покупки квартиры? Оформление, проверка документов? Если в случае с иностранцем, то закладываем 3 недели на оформление банковского траста и где-то недели тоже 2-3 на разные вопросы с нотариусом. Но это именно я говорю про уже оформление документа права на собственность. Ага, человеку все это время нужно быть здесь или не обязательно? Он может даже оформить сделку дистанционно, когда он где-то там находится. Единственное, для чего надо физически здесь быть, это приехать на подписание эскритура, документ называется, право на собственность. Ну что, на этом наша экскурсия по недвижимости с Юлей подходит к концу. Я безумно благодарна Юлии за это время, за это знание, за то, что она так легко и быстро откликнулась. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по недвижимости в Канкуне, в Тулуме или в Плая-де-Кармен, обращайтесь к Юлии. Юлия, как лучше вас найти? Найти меня лучше всего по WhatsApp, я оставлю контакт Карине, лучше еще найти по Инстаграму, подписаться на него. И я думаю, что для тех, у кого есть желание сюда приехать, переехать или поинтересоваться покупкой недвижимости здесь для инвестиций, это прекрасные варианты. Канкун и Плая-дель-Кармен. Это для тех, кто не может жить без моря, а море у нас самое красивое на земле. Ну, я могу подтвердить, да. Из тех, что я видела, самое красивое. Спасибо вам большое, Юля. Была безумно рада с вами познакомиться. Спасибо. Ой, да, и здесь, и в Майами мне очень нравится, конечно, пляж. Скажем так, лучше пляжи, чем в Латвии, я видела только, да, в Майами и вот в Канкуне, потому что очень мелкий песочек. И посмотрите, какая водица, просто идеальная, и по температуре, и по своему свету вообще. Ах, огонь. Вот сколько оттенков синего и голубого просто в одном небольшом кадре. Просто до полупрозрачного, до мрачно-синего. Вот прям, наверное, как на моей картине.
А небо-то какое, тоже целая палитра.